Итак, мы начинаем. В первую очередь хочу обратить ваше внимание, что я буду работать с юбкой полусолнце, то есть это основа, на которую я буду нашивать все свои декоративные элементы, все свои драпировки. Также на основе полусолнца я выкраиваю детали для последующих цветов. То есть это перед вами сейчас 4 дуги из одного полусолнца, то есть это такие дугообразные полоски. Подкладку, то есть основу юбку я крою из тафты, а для драпировки я использую органзу. Ширина каждой полосы, каждой дуги из органзы 13,5 сантиметров с учетом припусков на шов. Длина самой основы юбочки коротенькая с учетом припусков на шов 30 сантиметров. Как вы видите, дуга из органзы, которую я приложила к тафте, она немножечко длиннее, чем непосредственно сама юбка. То есть вот по линии низа я состыковала и показываю вам, что немножечко шире, немножечко конкретно на 2,5 сантиметра в сложенном пополам виде. Теперь раскладываю свое полусолнышко, накладываю дугу из органзы. Это наименьшая из 4 вот этих вот полос, с которыми я сейчас работаю. Подкалываю по линии низа и, собственно говоря, сейчас буду обшивать линию низа за машинкой. То есть в первую очередь я сейчас обработаю линию низа юбки. Обколола и начинаю свой шов. Шов мой стартует на 5 сантиметров дальше среза линии середины спинки. Вот на 5 сантиметров я вам показываю, я опускаю иглу. Ширина стежка, которым я сейчас работаю, равна 5 миллиметров. Нитки размер номер 40, игла номер 80. Можно использовать 70, можно использовать 90. Производство ниток может быть Китай, может быть Германия, может быть Санкт-Петербург или Ленинградская область, я не помню, но у нас называются ленинградские нитки. В начале, в конце шва закрепка, заканчиваю шов тоже на расстоянии 5 сантиметров. Так, теперь беру стекло. Результат только что вы видели, полностью обшитая линия низа. Что я сейчас буду делать? Я сейчас буду оплавлять верхний срез вот этого волана, дугообразной полоски, как я их называю. Просто не все профессионалы, разные люди могут смотреть. Как я оплавляю? Обращаю ваше внимание, я просто завожу раскаленный наконечник выжигателя по ткани, завожу под органзу, буквально едва касаясь. Не по ней сверху провожу, а под органзу я едва-едва завожу. Так работа двигается легко, так оплавляется все достаточно быстро и качественно. Теперь отутюживаем шов по линии низа. Проникаю, как видите, обращаю тоже ваше внимание, делаю акцент внутрь между органзой и тафтой, а теперь поверх органзы. То есть сначала так отутюживаем, это первый этап, второй этап вот уже поверх. Отутюживаем на ребро, либо с кантом по усмотрению мастера. Кант должен быть со стороны изнанки, если уже вы будете делать с кантом, либо на ребро, как я уже сказала. Обработать линию низа можно иначе, можно обработать просто оборкой, настрочив ее сверху вместо волана. Можно обработать воланом, но линию низа тафты обработать отдельно, а органзу отдельно. Я же буду работать так, вы сейчас увидите почему. У меня эта полоска будет выполнять еще декоративную роль. Вот я смещаю немножечко верхний срез, конкретно на 5 сантиметров я буду смещать. Я хочу, чтобы уже был объем и определенные заломы, так же как имитация лепестков, как часть целостной композиции, которую я изначально задумала. То есть композицию вы можете разрабатывать самостоятельно, какую захотите. Я повторяюсь, линию низа можно обработать иначе, по вашему усмотрению. Я же показываю такой вариант.
Так, нахожу линию середины переда по юбке, по тафте и по органзе. В первую очередь первую булавку я сейчас прокалываю именно по линии середины переда, затем двигаюсь вправо и влево от нее, сначала вправо, подкалываю срез органзы для того, чтобы опять-таки проложить следующий шов, затем в другую сторону. Вы можете начать справа, начать слева, но главное от линии середины переда, для того, чтобы равномерно растянуть вот линию вот этого верхнего среза. Теперь следующий шов я начинаю на расстоянии не 5, а 7 сантиметров. Это для удобства последующего стыкования линии середины спинки. Это то, что я буду делать в самом-самом конце работы, после того, как все драпировки, все цветы и другие элементы будут нашиты. Итак, сейчас я просто пришиваю на ширину лапки. Ширина стежка также 5 миллиметров, здесь мельчить не надо, потому что драпировка будет заползать еще на этот шов, то есть закрывать розы еще будут частично вот эту объемную полосу. Теперь я от линии середины переда как бы зрительно поделила пополам, нашла уровень бокового шва, он у меня галочкой отмечен, вот сейчас я его размечаю, боковой шов, и немного отступив от него к линии середины переда, нанесла ориентировочную линию, откуда я буду начинать свой цветок. Беру свою заготовку. Как делать эту заготовку, из которой мы будем формировать нашу драпировку? Я беру волан, вот любой волан, какой есть, берем и верхнюю наименьшую дугу, наименьшую выкладываю, стыкую срез наименьшей дуги со срезом наибольшей дуги. И постоянно растягиваю на наименьшую дугу, плюс я еще выставила режим номер 9, натяжку нити, то есть он мне дает возможность при сбаривании, некоторого присбаривания вот этой вот детали, над которой я сейчас тружусь. То есть не просто соединяю швом, а плюс еще присбариваю. На данном этапе я поступаю с вот этими с тремя уже оставшимися дугами, я их 4 раскроила, самую маленькую, я нею обработала линию низа, а 3 наиболее длинные я сейчас использую для непосредственно для декора, для изготовления роз. И постоянно натягиваю наименьшую дугу, срез наименьшей дуги укладываю к срезу наибольшей дуги. Дохожу до конца и в конце просто округляю. Уже смотрю сквозь верхний слой на нижний, что у меня получается. Вот этот излишек, большой такой квадрат, который остается, он нам не нужен будет, мы его впоследствии обрежем, я это покажу. В начале и в конце каждого шва мы, как всегда, делаем закрепку. Вот я показываю, как завивается прямо под лапкой машины, и еще на одной такой же детали. Еще один такой же волан использую для изготовления этой заготовки, для последующей драпировки. И вот уже когда заканчивается, закручивается, и достаточно, ну не скажу, что просто, новичку вообще, наверное, будет непросто. То есть это все-таки для более опытных мастеров. Смотрите, что получается. У нас вот этот квадрат, я его сейчас обрезаю ножницами. Излишек он мне не нужен, просто обрезаю до размера припуска на шов. Припуск на шов стараемся делать так, чтобы это равнялось ширине лапки. Вот такая полоса получается. Я расправляю все сборки, чтобы они были более-менее равномерные. Еще раз перемеряю юбку свою, делю пополам и отступаю чуть-чуть ниже полученной метки, несколько сантиметров, для того, чтобы стартовать со своей драпировкой. Можно такие драпировки наносить по готовым схемам, но прежде чем разрабатывать готовую схему, именно когда вы работаете с воланом, вам нужно сначала научиться работать без схемы такой прям вот проработанной. То есть первые шаги тренировочные, они именно такие. Теперь что я делаю? Я формирую бутон. Здесь особенно комментировать не знаю, что тут еще можно комментировать. Здесь нужно просто посмотреть. Он просто закручивается и все. Немножко закрутили и
прокладываем шов-закрепку, то есть коротенький шовчик, там сколько, 1,5, 2, 2,5 сантиметров, у кого как вот, когда приплюснешь вот эту вот розочку, ее начало, бутончик, он может получиться чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, когда как. У меня здесь вот достаточно широкий, где-то 2,5 сантиметра. Показываю на отдельном кусочке. Мне показалось, что на одном цвете все очень сливается, очень блестит. Так, вот эта точка, которую я заштриховала, это кружок четко по размеру ширины вот этого бутона, который я только что прострочила. Вот я его приложила, я четко нанесла его размер, и вот его размер вот этого бутона, да, вот этой строчки закрепочной, какой он у меня получился, это моя стартовая точка. От нее я буду раскручивать улитку, от нее. Начинаю развивать эту улитку на расстоянии 1,5 сантиметра здесь. Как только заканчивается первый круг, вот я вернулась к старту и провожу, сейчас вам показываю осевую линию. Я для себя ее тоже размечаю. И здесь я уже начинаю сходить к ширине лапки, для того, чтобы у меня не образовывались своего рода залысины. Что такое залысина или просто пустота, вы еще увидите, я еще сделаю на этом акцент. Вот я показываю вам, что дальше я уже на ширину лапки стараюсь. Последующую дугу можно нарисовать, а можно не рисовать, просто за машинкой вам будет видно, где прокладывать эту новую следующую строчку. Притачиваю я зигзаг швом, мелкий самый зигзаг выбираю. Для того, чтобы легче придерживать этот материал, пальцами не получается, вы видите, что я помогаю себе пинцетом. Пинцет мне значительно облегчает работу. Вот этот волан из органзы, особенно этой, очень сопротивляется. Так, теперь я вам показываю формирование бутона и цветка на очень таком присборенном участке. Нахожу точки на расстоянии приблизительно 5-6 сантиметров друг от друга, 5-6, даже 7 может быть, но в основном 5-6 сантиметров. От края 5-6, еще раз 5-6 и соединяю их как бы в одну линию коротенькую. То же самое закрепка на машине. И теперь уже начинаю пришивать. Я вначале думала вам все показывать на полусолнце своем, но увидела, что очень плохо видно, очень отсвечивает ткань. Поэтому все, что касается нанесения схемы, я вам в принципе уже объяснила на контрасте. То есть пристрачиваешь первую вот эту вот точку жирную, нанесенную, дальше закручиваешь по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, просто обвиваешь, все время обвиваешь вот в улитку. Одна и та же постоянная операция, постоянно присматриваешь, стыкуешь срез, оголенные срезы вот эти стыкуешь со швом. А вот теперь смотрим внимательно, что получилось. Вот я отгибаю один из лепестков, вы видите один круг. Самый нижний, посмотрите, какая пустота, это то, что я называю залысиной.
Вот здесь я сейчас буду делать дополнительный шаг, еще дополнительный волан следующий притачивать. Смотрите, центральная часть очень такая набитая получилась, а нижний вот такой как бы отстающий от общей массы. Эту образовавшуюся пустоту, хотя я притачивала четко на ширину лапки, я сейчас буду закрывать дополнительным воланом. Но эти детали уже не выглядят как воланы, поскольку мы их сгибали пополам, стыковали срезы. Вот там, где я сейчас держу двумя пальцами, палец с кольцом, вот от этого участка почти целый круг я буду еще делать сейчас. Вот от этого уровня, вот где двумя пальцами держу, я завожу сейчас край еще одного волана. И проделав круг, фактически я выхожу уже за пределы цветка. Обхожу еще один кружок. Вот можно формировать еще один ряд, как я показала, можно формировать следующий декоративный элемент. Так, наношу треугольник. И по нему я буду выстрачивать сейчас полоски.